Всем привет, трейдеры! С вами Евгений, и сегодня я покажу вам, как работает генетическая оптимизация MetaTrader 5 на примере стратегии с тремя скользящими средними. Это не готовая система, которая сделает вас Уорреном Баффетом, а учебный полигон, чтобы выжать максимум из базовой идеи и понять, как ее можно улучшить. Я доработал стратегию из прошлого видео, сделал ее стабильной, протестировал с помощью генетических алгоритмов и теперь поделюсь, как они работают, что дают и какие проблемы всплывают. В видео вы увидите разные подходы к оптимизации, а я расскажу, почему они требуют доработки и как кастомный софт на Python может стать полезным дополнением. Начнем. Для эксперимента я взял классическую стратегию на трех скользящих средних. Это быстрая EMA, средняя SMA и медленная LWMA. Изначально она работала нестабильно, и я решил ее прокачать. Теперь позиция открывается только при строгом порядке пересечений. EMA пересекает SMA, а та LWMA. Закрытие происходит при обратном пересечении EMA и LWMA. Также я добавил стоп-лосс и take-profit для контроля рисков, но на всякий случай оставил и вариант без них. Ход немного разросся, потому что всплыл один нюанс, о котором я не подумал сразу. Когда позиция открыта, я раньше переставал отслеживать новые сигналы. Конечно же, зря, так как тренд часто начинается раньше, чем текущая позиция закрывается. И пересечение EMA и SMA может дать ранний сигнал на обратную позицию. Теперь бот это учитывает, и после доработок стратегия стала работать стабильно, но это не конец пути, она все еще требует подстройки, чтобы оставаться актуальной. Моя цель это не идеальный бот, а понимание, как далеко можно зайти с простой идеей, используя генетические алгоритмы. Генетические алгоритмы – это мощный инструмент в MT5, который ищет лучшие параметры, не перебирая все возможные комбинации. Полный перебор – это тот еще квест. У меня получалось от 2 до 6 миллиардов вариантов при разных симуляциях. И даже с мощным ПК это, мягко говоря, нереально обработать. Плюс MT5 не поддерживает GPU, что серьезно тормозит процесс. Генетическая оптимизация работает как эволюция, она отбирает лучшие комбинации параметров и отбрасывает слабые, сокращая при этом время тестов. Но есть и минус, конечно же, она может зациклиться на локальном удачном варианте и пропустить более эффективный. Я тестировал стратегию в нескольких форматах. Во-первых, это короткие интервалы, 3 месяца оптимизации, 1 месяц валидации, а позже добавлял еще шаг в месяц. Средние интервалы, год оптимизации, полгода валидации и долгие периоды, 3-4 года оптимизации, полгода валидации с вариантами со стоп-лоссом и без него. Давайте разберем видеоматериалы, которые вы сейчас видите. Начнем с примера оптимизации за полгода на паре евро-USD, таймфрейм 1 час с 1 января 2025 года по текущую дату, депозит $1000, плечо 1.32. Я выбрал генетический алгоритм и критерий максимального баланса, то есть стратегия ищет максимальный профит, игнорируя просадку или мат ожидания. Это не лучший выбор, потому что самые прибыльные варианты часто переоптимизированы. Они идеально подходят под тестовый период, но на валидации обычно проваливаются. В настройках я задал диапазоны, итог около 2 миллиардов комбинаций. Полный перебор забудьте, даже с 32 потоками мой процессор не справится, а GPU в MT5 не используется. На экране результаты оптимизации, профит около $1200, но смотрим дальше. Количество трейдов, мат ожидания, просадка. Если трейдов мало, например 2-3, это переоптимизация. Стратегия нашла редкие удачные сделки, которые в будущем не повторятся. Мат ожиданий выше 2-3, хороший знак, значит есть перевес в плюс, но убыточные сделки тоже есть. Просадка это субъективный параметр, для меня 30% это уже перебор, комфортно от 12 до 15, максимум 20. В этом примере я выбрал вариант с просадкой порядка 12%. Теперь тестируем этот вариант на валидации за 2024 год. Да, согласен, порядок странный, но ради примера сойдет. Результат 594 сделки и убыток $680, полный провал. Дальше оптимизация за 2024 год с валидацией на 2025. Результат 186 трейдов, профит $25 за полгода. В какой-то момент профит достигал $1300, но итог плачевный. Это показывает, что параметры слишком привязаны к периоду оптимизации. Теперь смотрите тест на коротких интервалах.
3 месяца оптимизации, 1 месяц валидации, и начиная это с 1 января 2022 года. Я двигался по месяцу, но после 8-9 месяцев устал. МТ5 неудобен для таких задач. Forward тест в МТ5 есть, но он не выбирает лучшие параметры по критериям, а просто перебирает варианты, что для меня бесполезно. Я собрал результаты в таблицу, не каждый месяц давал профит, а за полгода торговли по оптимизированным параметрам вышло около $70. Результат слабый. Наконец, оптимизация за 3 года с 2022 по 2024 с валидацией на 2025 год. Профит около $340 за полгода или около 68% годовых. После налогов это, наверное, процентов 55. Это неплохо для банка, но с плечом 1 к 32 и такими рисками это не оправдывает усилий. Главный вывод: стратегия требует доработки. Она нестабильна без ежемесячной подстройки, а гарантировать профит на длинных дистанциях не может. В МТ5 анализировать стабильность на малых интервалах — это как собирать пазл без половины деталей. Тестер медленный, анализ громоздкий, но эксперимент удался. Базовая идея дала результат, если ее грамотно оптимизировать. Оптимизация в МТ5 это не самая удобная штука. Настройки параметров, запуск тестов, разбор результатов — все это отнимает время и нервы. Чтобы упростить процесс, я стал искать инструменты, которые помогут автоматизировать оптимизацию и дадут больше гибкости. Это привело меня к идее кастомного софта на Python, но сначала посмотрим, что предлагает рынок. Я составил таблицу с 6 решениями для оптимизации и добавил кастомный софт на Python. Кратко пробегусь. Strategy Quant X это мощный, но стоит от $1000 и ограничен в гибкости. Quant Connect, он бесплатный, поддерживает Python, но интеграция с MT5 это тот еще квест. Trade Optimizer проще, но платный и слабый. MQL5 Cloud Network встроен в MT5, но за вычисление платишь, а кастомизация минимальна. AlgoTrader для профи, но цена от $2000. И настройка сложная. EA Builder бесплатный, но примитивный. А теперь про Python. Это не замена всему, а инструмент, который выручает, когда MT5 буксует. Почему я его рассматриваю? С Python я могу автоматизировать весь процесс оптимизации и валидации, чтобы не тратить часы на ручную работу. Если захочу, я добавлю машинное обучение, например, обучу модель предсказывать сигналы на основе исторических данных, или настрою кастомные метрики, которых в MT5 нет. Можно даже подключить экономический календарь, чтобы бот избегал торговли во время новостей. В торговых программах такого не найдешь. Чем Python лучше, платные решения вроде Strategy Quant или AlgoTrader упираются в свои рамки. Хочешь что-то нестандартное, извини, плати или мучайся с ограничениями. Quant Connect, он ближе по духу, но его интеграция с MT5 это, мягко говоря, не подарок. Trade Optimizer вообще не тянет сложные задачи, а Python это свобода. Я сам решаю, что тестировать и как анализировать. Он бесплатный и единственная цена это время на кодинг. Но это окупается. Я могу стартовать с простого скрипта, а потом масштабировать до облачных тестов или нейросетей, которые адаптируют параметры под рынок. Python решает проблему нестабильности стратегии. Вместо ежемесячной постройки я могу создать систему, которая сама реагирует на изменения. Это не панацея, но инструмент, который дает контроль и открывает возможности, которых нет у конкурентов. Итак, что мы имеем? Стратегия на 3 скользящих средних стала стабильной после доработки, а генетические алгоритмы помогли выжать из нее максимум. Скромный, конечно, но реальный профит. Но она требует доработки, без постоянной оптимизации она нестабильна, а MT5 делает этот процесс неудобным. Кастомный софт на Python это не замена, а дополнение, которое дает гибкость и масштабируемость для будущих экспериментов. В следующем видео я продолжу разбирать оптимизацию. И если вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, как вы оптимизируете свои стратегии. До встречи!